Геннадий Калинюк. Шедевр — понятие историческое, общечеловеческое, временное, социальное, жанровое и даже модное. Нет лакмусовой бумажки, с помощью которой возможно определить, что эта картина шедевр. Проще всего, как вы сказали, определить шедевры в творчестве конкретного художника путем сравнения. Даже тогда будет спор среди искусствоведов, какая картина самая лучшая. Невозможно написать 3000 морских пейзажей одинаково. Айвазовский в скобках. Среди коллекционеров и простых покупателей всегда ведется спор, у кого картина лучше. Все дело в предпочтениях и вкусе потребителя. Абсолютно правильно. Художник стопроцентно творческая личность, у него за жизнь возникает уйма идей, и не всегда на их реализацию есть достаточно времени, здоровья и средств. Я счастлив, что вижу картины всех времен и народов. Случайное появление на Земле – это счастье. Случайностей в этом мире нет, как в песне поется. Каждый шаг оставляет след. И чуда нет, и крайне редки совпадения. Остается радоваться пребыванию на планете и желанию жить в искусстве и любить его. Замечательные слова. Спасибо, Геннадий. Конечно, шмели летают такие большие, красивые. Конечно, шедевр – дело вкуса. И это настолько удивительно, как часто мне приходилось видеть шедевры, и как часто я видел, как люди спокойно проходили мимо них. И это доказывало то, что мое восприятие одно, у них совершенно другое. В их уме, в их картине мира другая шедевральность, она другого качества, но по-другому раскрашена. И благодаря этому многообразию мы, художники, собственно, живем. За нашими плечами вот эта плеяда огромного, разнопланового. И как здорово, что вообще мы видим, и как здорово, что у нас замирает сердце иногда, когда дыхание останавливается, когда ты видишь шедевр. Но ведь объяснить это невозможно. Люди встречаются, со стороны идет пара, и очень трудно увидеть связь между ними, любовь. А между ними такие тонкие связи, они никем никогда, и ими даже могут быть не высказаны. Это настолько тонко, так красиво. Ну вот шедевр. Я хотел подчеркнуть, что мы со стороны не видим. Нам кажется, что, может быть, даже нелепость. Один как-то с другим идет, и вот вопрос может возникнуть, да что она в нем нашла, или он в ней. А там, в их мире, океан красоты. Да, нам этот шедевр может быть совершенно не виден. С 9 по 13 апреля мы поедем в Плёс. С 1 мая по 5 мая будет класс на озере Гарда. Будут новые и очень интересные локации. Приезжайте. С 7 по 11 мая я жду вас в Риме. Мы будем рисовать водными красками, я буду писать акварелью, темперой. Это будет незабываемый класс, лучший город на Земле. Записаться на все мои классы можно на сайте, либо присылайте мне письмо в WhatsApp, либо на почту, куда хотите, в соцсети, в Telegram. 2 дня назад я прошел с камерой по Гурзуфу, еще было прохладно. Сейчас все расцвело буквально за 2 дня. Груша, вишня, абрикосы, персики и, конечно же, миндаль розовая. В Гурзуфе происходит изменение. Идет строительство лодочной станции, как я понял, по фотографиям, рисункам того, что там было прежде. Вот прямо на крыше дома Коровина происходит грандиозное строительство.
Мэри Лансарт. Вячеслав, как бы вы расшифровали высказывание «художник должен быть голодным»? О чем это? О том, что пишется лучше на пустой желудок, а как поешь, так не до рисования? Или о том, что деньги не главное, нужно писать и писать, это главное, хоть и живется бедно? Или это об идеях? Художник должен быть голоден до нового, постоянно развиваться, экспериментировать, а не засиживаться в привычных красках и тонах. Или это о самом процессе живописи? Должно быть такое рвение, как голод, чтобы наполнить, насытить пустой холст красками, своим видением. О чем это выражение для вас? Спасибо, что вы отвечаете. Спасибо, что задаете и смотрите канал Мэри Лансарт. Все, что вы изложили, мне нравится и в тему. Как вы думаете, друзья, добавьте тогда, если я что-то упустил или Мэри упустила. Вы знаете, я помню вот первое впечатление, когда я приехал в Кедарнат. Это в Индии, Уттар-Прадеш, штат Гималаи. Я там был не один раз, но вот первый особенный. Я заметил, что те люди, которые там живут, для них это место, ну, они там живут. А мы, ну, там группа, да, интересующихся йогов, мы, открыв рот, смотрели просто на все. Ну, высота, во-первых, высокая, 4500 метров. И это место, куда, ну, стекаются паломники со всей Индии, уж это точно. Ну, и мы видели там иностранцев. Ну, такое место типа силы. Так вот, это впечатление на всю жизнь, вот то первое, оно особенное. Голодным художник должен быть, на мой взгляд, это голоден до впечатлений. Все время до открытий. Не очень ладно, видимо, звучит по-русски, до открытий, до впечатлений. Ну, понятно, да? То есть всегда пребывать в состоянии «ах!», восторга, что хочется тут же, ну, взяться за кисти, за краски. На мой взгляд, это главное, а не то, что там он не поел 3 дня, попастился и сразу вышла работа. То есть это пища другой октавы, если вспомнить Георгия Гуржиева. Впечатление – это то, что питает тебя помимо котлеты с макаронами. Что-то еще, другого качества, более тонкое. Вот Гурзуф – это место паломничества. Здесь всегда полно художников в любое время года. Все к этому привыкли. Потому что место такое красивое, перепады высот, море. Ну, Коровин не зря здесь построил дачу. Ну и Чехов тоже. Друзья, я еще поколдовал вот неделю или пару над курсом, который готовлю к выпуску. И в итоге он выливается в 10, аж в 10 уроков. Мы будем рисовать детей, детский портрет называется курс, различные задачи, различные ракурсы. Будет очень интересно и важно для тех, кто грызет этот гранит науки, живописи и рисунка. Так что в эту среду мы запустим этот курс. И цена будет, несмотря на то, что я увеличил количество уроков, прежняя такая, подарочная. Друзья, не забывайте отмечаться в журнале. Ставьте лайки. Это нужно для продвижения канала. Активно комментируйте, задавайте вопросы. Будем жить дружно. Пока.